Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. События ближайшего будущего. Таро на неделю с 15 по 21 июля. Давайте узнаем, какие энергии видят карты для вашего знака зодиака. Мы будем реалистами, несомненно. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, это самое главное. И все равно какой-то пазл сложится или какую-то подсказку вы себе, глядя на метафору карт, надумаете. Самое главное относиться к себе по-доброму. Рассматривать все значения карт с позиции позитивной психологии. Вот мы так и постараемся с вами сделать в нашем еженедельном традиционном прогнозе. Первая карта, что важно знать. Что для вас будет важно, мои дорогие близнецы? Неожиданности или чего не избежать? Чему сейчас не время? Или что вам может помешать? Какие энергии может быть? Что же вам будет помогать, что вас будет радовать? Что скрыто? Возможно, чего-то вы не замечаете или кто-то скрывает. Узнаем. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, энергия, денег, финансы и личная жизнь, как видят карты. Итак, что же важно знать? Девятка жезлов. Вообще карта глухой обороны, когда мы не торопимся кому-то давать обещания или участвовать в каких-то обязательствах, мы тут заняты собой. У кого-то действительно сейчас может быть время, когда вы отдыхаете. И так слегка абстрагируетесь от мира, от каких-то вопросов, многозадачностей, потому что нужно уделить внимание самому себе, восстановить силы. Может быть, буквально есть какие-то темы, у кого-то, например, по здоровью, да, вы вот должны пройти какое-то обследование. Или вы заняты изучением чем-то, у каждого ведь своя какая-то причина может быть, изучением какого-то нового направления. По этой карте девятка жезлов, с одной стороны, нас ничто не должно застать врасплох. Но и откликаемся мы в двух случаях. Либо нам что-то угрожает, или вот действительно есть какой-то вопрос, который ну никак не отложить на потом. Или когда мы не должны упустить какую-то выгоду. Вот продуманность какая-то у вас на этой неделе, что важно знать. Вообще не тратить силы попусту, вот нам где-то говорит карта. Неожиданности. Я не могу сказать, что это неожиданности. Тут скорее действительно какие-то ваши планы. И то, что вы себе наметили, так вы будете осуществлять. Конечно, по королю мечей вот тут как раз многозадачность может быть. Но она та, которая, я так вижу, она вами уже была запланирована. У кого-то поход, может быть, к чиновникам или к высокие инстанции. У кого-то, правда, это могут быть врачи. И не потому, что вы, может быть, заболели, а потому что, ну вот как обследование, стоматолог. Это могут быть также по королю мечей, вот такая разноплановая карта. Это еще проходят специалисты, которые работают с металлом. К примеру, это может быть ремонт дома, и вы будете приглашать специалиста, чтобы по электрике, может быть, вам нужно решить какой-то вопрос. Или еще какого-то специалиста. Вы можете узнавать, как работает закон тот или иной в отношении вас, если вы намерены что-то осуществить. И тогда тоже вы будете уделять этому внимание. Рационализм самое главное. И то, что вы себе где-то планировали. У вас все идет своим чередом. Чему сейчас не время? Королева Пентаклей. Но, может быть, и есть какая-то у вас, как человек, который это иногда может свидетельствовать, допустим, если у нас выпал король, а тут выпадает королева Пентаклей. Женщина, которая либо рождена под знаком зодиака, стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или, может быть, там имеет асцендент, такое может быть. Если меня смотрят, предположим, девочки, близнецы, то тогда вы все равно будете где-то в своих энергиях, и, скорее всего, пусть эти мужские более энергии, когда, да, реально предстоит что-то согласовывать. Тут не расслабишься. И не время, может быть, тогда по королеве Пентаклей строить какие-то далеко идущие планы.
У нас отличается королева Пентаклей тем, что она из хаоса умеет создать порядок. Или она любое свое, как задумку, как какое-то творчество, она реализует в нашей реальной уже жизни. Вот как какой-то проект новый, и прямо сразу к нему приступать, скорее всего, этому не время. Какие-то другие у вас сейчас задачи. Или у кого-то из вас много дел на работе, когда вы, иногда проходит по королеве Пентаклей, ну, наши близкие, где-то наша семья. И, может быть, теперь вам придется заниматься именно собой и теми делами, которые вы себе распланировали. Нет каких-то помех. Что вам помогает? Вот действительно, тут нужно что-то сделать по правилам. Быть честным самим собой. Узнать, в зависимости от планируемых ваших действий, как в отношении вас работает закон. Или если вы задумали что-то осуществить, ну какая-то мера ответственности все-таки проходит. Вы должны с чем-то определиться. Вот как будто так. Нет здесь, знаете, надежды на авось. Когда выпадает аркан справедливости, это всегда причина и следствие. Может быть такое, как помогает, да? Может быть, вы прежде что-то сделали очень хорошо или кому-то осуществили помощь. Могут вам откликнуться, мои дорогие близнецы, и вам уже как бы помочь. Пусть это не руками тех людей, которым вы помогали. Назовите это пространство, Вселенная, но как какой-то вопрос вы можете решить на этой неделе, причем так очень грамотно, весомо, ответственно, с какими-то подписями, с какими-то согласованиями, для себя в чем-то окончательно разобраться, чтобы не было белых пятен или того, что вам неясно, непонятно. Вы как раз организуете на этой неделе свою жизнь в зависимости от своих планов. Давайте мы с вами посмотрим, что же скрыто. Ну, есть какое-то разочарование. Это не то, что от вас скрывают. Десятка мечей – это когда мы в прошлое закрываем двери. Это был какой-то сложный период, когда мы, ну, буквально как были обесточены. Что-то, может быть, это было связано с нашими где-то внутренними обидами. Или это было связано с какой-то грустной историей, которая в вашей жизни произошла. И вам довелось вот пережить что-то достаточно эмоционально сложное. Выйти из какого-то лабиринта, может быть, мыслей, или выйти из какой-то сложной ситуации. И вот теперь вы хотите закрыть в прошлое дверь. Это не есть что скрыто. Это вы скорее организуете жизнь, чтобы как раз дверь-то эту в прошлое закрыть окончательно. Какой-то, может быть, последние или последние нюансы, аккорды, назовите это как угодно, вы расставляете все по местам. У близнецов на эту неделю как будто все распланировано. И то, что вы себе поставили во главу угла, или то, что вот мне нужно определенно осуществить. Вот вы этим будете заниматься. Никто ничего не скрывает. Хотя мы можем сталкиваться с людьми, кстати, которые где-то из прошлого. Но я не могу сказать, что на вас это будет как-то влиять. Разве что, когда вам, к примеру, вернут долг. Ну, пусть это не для всех проиграется. Но я не могу это исключить, поскольку справедливость у нас выпадает то, что вам помогает. Или помогает тот человек, которому вы в прошлом, я тоже уже озвучила, оказали какую-то поддержку. Вот такое как раз в этом контексте и может проиграться. Паш мечей, дела, работа, бизнес. И нам продолжает ту же тему, о которой я начала говорить в самом начале. По пажу мечей мы для себя какой-то ориентир берем. Или мы начинаем чему-то учиться. Это могут быть ваши дети, даже подросшие дети, с их каким-то окончательным решением. Какой-то они вам могут новость принести, и тогда вам придется как-то в этом участвовать. Или, может быть, давать какой-то совет, или как-то помогать уже делом, не только словом. И здесь может быть по-разному. Есть в этой карте, когда, знаете, мы хотим настоять на своем, правда. И у нас изображен паж, очень решительный на этой колоде карт, что вот я сейчас буду делать так, как я считаю нужным. Но у вас и король мечей выпал в неожиданностях, поэтому я могу предположить, что какая-то оказия, какой-то вопрос решить
как будто быстрее, с учетом, что справедливость у вас как раз в положительных энергиях. Может быть, удастся вам какую-то тему в вашей жизни закрыть документально, мои дорогие, на этой неделе. И вы останетесь собой довольны. От начала до конца ваши энергии. Что же там по финансам? Давайте узнаем. Ну, пара нам все равно выпадает. Может быть, это какое-то планирование для людей семейных. У нас все же и королева мечей, и король мечей. Поэтому для тех, кто в паре, пусть даже отношения не оформлены, что-то вы тут будете обдумывать, вести переговоры, разговоры о чем-то, что-то планировать и одновременно что-то согласовывать, потому что справедливость, опять же. И все это в таком рациональном ключе. Здесь не про мечту ни разу. И даже если это касается денег, то деньги здесь тоже так, рационализм. Не совсем королева мечей нам говорит о том, что мы тут подсчитываем какие-то дивиденды. Нет, тут это карта духовности или какого-то правила, такого высокодуховного, или как смысла нашей жизни. И в зависимости от того, к чему вы стремитесь, вы тогда со своим партнером можете как раз что-то планировать на будущее. В принципе, по деньгам я не могу сказать, что на этой неделе, с учетом, что всему, чему сейчас не время, королева Пентакли у вас выпадает как раз. И отчасти эта карта может говорить про деньги. Тогда я могу предположить, что не время, мы кому-то даем деньги. Вот вы, мои дорогие, распыляете свои финансовые средства, потому что что-то вам будет нужно либо самим, либо вашим близким, либо вашей семье, либо это какие-то необходимые, может быть, и траты, как на специалистов, вот, которые я перечислила, или на какой-то более такой весомо значимый для вас проект. Правда, вы тут все расставляете по местам. И будь то вы один или одна, я могу тогда предположить, все равно у вас есть возможность тогда, может быть, решать те или иные вопросы, встретиться с таким человеком, который где-то будет похож на вас самих. Но не про любовь, безусловно, нам говорят, по крайней мере, на этой неделе карты. Больше именно решение вопросов. Ну, давайте мы откроем личная жизнь. На повестке дня либо как отдых, все же мы смотрим июль, правда? Кто-то планирует поездку или встречу как раз с вашим любимым человеком, с которым вы где-то в одних энергиях. Ну, вы можете так ощущать. Ну, может быть, эта поездка откладывается. Или для кого-то это будет как путешествие к отдыху, подготовка к отдыху. И тоже нужно распланировать как и свои действия, так и финансы нужно распланировать. Для кого-то из вас шестерка мечей, когда вы захотите менять работу. Я уже сказала, вы можете что-то и изучать. И тогда вы к этому изучению будете относиться очень скрупулезно. Близнецы от начала до конца на этой неделе, правда, на своей волне. Мне нечего даже добавить. И я должна сказать, нет сюрпризов на этой неделе. Давайте я достану дополнительную карту. В целом, ну, как совет или какие приятности. Вот мне хочется, а то одни мечи. А вот там говорят, приятности будут, но да, тут какие-то вопросы вы будете решать, которые вы уже запланированы. Часто по королеве кубков это само по себе ожидание. Что-то не ускоришь. Придется чему-то уделить более пристальное внимание. И если, вот мы говорим, какой-то отдых, к примеру, он может откладываться или где-то задерживаться, или, может быть, ну, как визы не готовы. Например, вот такое тоже может быть. Или путевки вот на ту дату, если вы именно отдыхаете, планируемый такой отдых по путевке, по предварительной записи какой-то. Здесь даты могут не совпадать, тогда вы тоже можете что-то согласовывать, и у вас может где-то откладываться. Как будто вот эти вот наиболее какие-то такие приятные энергии, они будут, но они так немножко с растяжкой, мои дорогие близнецы. Я вынуждена это сказать. А если это касается вашей работы или вашей деятельности новой, шестерка мечей – это карта заслуженного успеха. Почему я говорю, ведь это какой-то успех, который не на этой неделе, а вот ну, в таком продолжении, на какую-то дистанцию нам обещают. И королева кубков выпадает, тоже нам говорят об ожидании. Может быть, это когда вы собираетесь
съехаться с человеком или переехать куда-то, или отправиться опять же куда-то, и тоже могут быть какие-то заминки. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы. Ну, вот такая неделя. Зато все вопросы вы точно закроете. Десятка мечей. Дверь в прошлое у вас получится закрыть красиво. И то, что вы себе запланировали, осуществить. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.